Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, нашими прямыми эфирами. Игорь Мосичук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем большое спасибо за то, что следите и, конечно, сопереживаете всему тому, что происходит. Это на самом деле очень волнительный период для всей страны, для всего, что можно сказать. Ну, как можно описать эту войну, и мы, конечно, тоже с Игорем Владимировичем анализируем ситуацию, и очень рады, что вы подписываетесь. Сделайте это на Мосичука, можно и в YouTube подписаться, и в Telegram, конечно же. Присоединяйтесь к телеграм-каналу Шелест и, конечно, к вопросам, которые звучат в конце прямого эфира. Это в финале, да, ну, прямо на экран можно, так сказать, ворваться по QR-коду, который видите на экране прямо сейчас. Начнем мы наш разговор с опроса. Трансляции он звучит следующим образом. Кто виноват в провалах ВСУ на фронте? И варианты ответов. Зеленский и Ермак с менеджерами, Сырский и его генералы, западные партнеры, кураторы, или никто не виноват. Просто Россия воюет всерьез. Ну и, соответственно, вот такой результат мы видим, а он этот результат на табло. Давайте с этого начнем, потому что сообщения с фронта приходят очень и очень напряженные. Что скажете? Я выберу первый вариант ответа и объясню почему. В 2019 году Зеленский получил абсолютную власть от украинского народа. Он завел за руку монобольшинство, в парламент несет полную ответственность за все действия Верховного Совета, потому что 90 с хвостиком процентов тех, кого там наизбирали, никогда бы никто никуда бы не избрал, если бы их за руку не вел Зеленский. Раз. Второе. Не было никакого правительства Гончарука, правительства Шмыгаля, и нету никакого правительства Свириденко. Есть правительство Зеленского. Часто добавляют господина Ермака, демонизируют и тому подобное. Имеет ли он влияние? Имеет. Большое. Но решение все принимает и делегировано было народом Зеленскому. Соответственно, Сырский назначен кем? Зеленским. Отпадает вариант, потому что ответственность Зеленского. Что там третий вариант? Кто там у нас? Ну, в третьем варианте у нас западные партнеры-кураторы. Западные партнеры. Кто, я извиняюсь, сначала стал в позу, потом начал работать активно во все дыхательные и пихательные с западными партнерами. Зеленский. Кто положил под них страну? Зеленский. Четвертый ответ, потому что Россия воюет серьезно. Ну, а кто сказал, что будут воевать несерьезно? Это вообще какой-то, нонсенс. Более того, давайте скажем так, войну можно было избежать? Можно. Войну можно было не допустить? Можно. Понимание того, что Россия географически больше, экономически сильнее, ресурсно, по людях, по деньгах, по экономике, по природным ископаемым, по всему больше. Понимание было? Было. Поэтому для меня ответ очевиден. Это Владимир Александрович Зеленский несет персональную ответственность за то, что война началась, за то, что война протекает так, как она протекает. Это
Чонгар же разминировали не западные партнеры и не российская армия, а его разминировали конкретные люди по конкретному указанию. У меня был эфир с азербайджанским журналистом, он прямо признал, что да, мы взяли в аренду эти земли, они нам были нужны, там и овощи выращивать, и логистику строить, и все на свете, и поэтому разминировали. Ну, а виновата Россия, потому что она напала. Вот. Это логика азербайджанского журналиста. То есть для меня очевидно и персонифицировано, что ответственность за все происходящее несет Зеленский. Более того, я глубоко убежден, что мы будем еще много говорить о поисках мира, о открытом в окне возможностей для мира, о саммитах, переговорах и тому подобное. Для меня очевидно, что опять же за это все тоже персональная ответственность несет кто? Владимир Александрович Зеленский. Ну, смотрите. Виновна ли Российская Федерация и Владимир Путин в агрессии? Однозначно. Однозначно виновна. Более того, я скажу, я думаю, они играют как-то, если не в 4 руки с Зеленским, то в пинг-понг. Для них понятно. Почему я так говорю? Но рейтинг Зеленского лежал у плинтуса в момент начала полномасштабной войны. Надо было начинать эту войну? Или можно было разобраться с этим непонятным явлением политическим по-другому? Можно. Давайте проследим по ходу войны. Все только плохо складывается, и в середине начинает что-то антизеленское закипать. На удар по Киеву, на там еще. Да, провоцируют ли, наводят, дают, но ракеты, что летят оттуда. Ну так никто не хочет останавливать это, понимаете, в чем тоже Нет, такой момент. Ни Путин, ни Зеленский останавливать не хотят. Сегодня такая достаточно напряженная ситуация была с Лавровым, Рубио. Причем до конца, вот давайте так, непонятно. Значит, совместное заявление сделали лидеры европейских стран и Зеленский о том, что США остановка по линии боевого соприкосновения. Более того, Политико пишет, что ряд европейских лидеров, прям как незваный гость хуже татарина, да, вот собираются припереться в Будапешт, чтобы встречаться, или чтобы присутствовать, или рядом быть во время этого саммита в Будапеште, который будет, не будет, пока вилами по воде писано. Источники западной прессы нам говорят, что 30 октября будет встреча Лаврова и Рубио. Вот та, которая должна быть в четверг, видимо, на недельку перенесли, для того, чтобы согласовывать все позиции, причем эта встреча будет в Будапеште. Они встретятся и с Орбаном тоже, в общем, все проработают, и логистику, и, понятное дело, пункты, и повестку, и все остальное. То есть Будапешта будет 2. Маленький Будапешт с Лавровым и Рубио и большой Будапешт. Ну, так, по крайней мере, пишут. Может, все переиграется, мы понимаем. Выходит, Лавров говорит: извините, но ваше заявление и ваше участие неуместно. Ну, мол, что это вы тут заявляете? Это все противоречит духу Аляски. И вокруг этой Аляски у нас на самом деле многое сошлось. Потому что до конца никто не знает, что произошло. Сливы разного толка, они не подтверждаются, и они непроверяемы, потому что все-таки разговор был в очень узком кругу, а в лимузине вообще тет-а-тет. Лавров говорит: не полетит Путин на самолете Трампа, отстаньте. Поляки говорят: а мы там, если суд скажет, мы посадим этот самолет Путина, арестуем его. Ну, короче, хорохорятся. Как вам видится Зеленский, вот то, что демонстрирует сейчас, ведь это же было.
Аляска, Анкоридж, встречается Трамп и Путин. На следующий день собирают всех, мчатся к Трампу, сидят у него под кабинетом. Вот эта вот коалиция желающих, коалиция потужности, карты, опять карты с вот этими процентами территорий. Потом они вот выступают, и Трампа вроде как переубедили. Сейчас нечто подобное происходит только вот как бы на расстоянии. Только заикнулись о встрече Трампа и Путина, как тут уже все лидеры, все как бы по стойке смирно и говорят: нет-нет-нет, мы тоже хотим, мы тоже будем. Трамп, вот наше заявление. Что за игры? Почему, если надо встретиться, не встретиться? Ну, давайте начнем для того, чтобы ответить на ваши вопросы, Александр, надо начать издалека, с прошлой недели, с того, как не лоха превратили в лоха. Я несколько раз у вас в эфирах, и постоянно я повторяю, что даже до Аляски Трамп и Путин играют 4 руки. Вот они имеют, на Аляске произошли понятийные договоренности, и эта игра продолжается. Не лоха выманили томагавками, тамагочами, что там наобещали, выманили без папы, мамы фон дер Ляйен, Мерца, Стармера и Макрона в Вашингтон. Он же летел, он летел убежденный в том, что вот он триумф, вот он, я войду в Белый дом триумфатором, а выйду трижды триумфатором, в одной руке томагавк, во второй тамагочи, и все, и вот он. Трамп уже вот наш, ну то есть его, глобалистов наш в смысле. Не Украины, а глобалистов. Полетела делегация, полетел он, и на 101% ему надавали по ушам. По всем направлениям, просто. Вот по ушам настучали, как вот это самое. Ни один вопрос, которым летел, не решился. Никакой встречи с Сенатом. Ну, то есть, вообще ничего. Тогда же встречали в аэропорту, ну, даже губернатор или замгубернатора не приехал в штат, в котором приземлился. Но это позорище просто. Более того, пока он летел, произошел разговор официальный. Мы же не знаем, сколько было неофициальных контактов, ну, до этого. Но произошел официальный разговор, и это вылили не лоху на голову, как этот самый, как ведро ледяной воды, и глобалистам. И, Александр, заметьте, я писал об этом, по-моему, и вы где-то вспоминали. Пауза. Они сутки не знали, что делать. Их вжухали по полной. И они сутки не знали, что делать. А потом они выпустили Берлагус, то есть глобалистическую прессу. И такое впечатление, что эти глобалистские СМИ, они там сидели под диваном у Трампа и все слышали. Вы же видите, выдают одну версию. Трамп выходит и говорит: да что вы несете? Ну, не было этого. Ну, не говорил я это. Потом вторую порцию, третью порцию. Ну, тогда уже у Трампа поняли, что их пытаются играть, ну, через это, и просто решили, мы не будем, ну, на Берлагу, на эти глобалистические СМИ реагировать. Я сейчас вы продолжите, я просто хочу, пока мы не ушли, это просто важно сейчас. Мы видели, я вот заметил только 4 таких разрывных, только 4, их на самом деле было больше, потому что были помельче публикации об этом тет-а-тетике Зеленского и Трампа. И Wall Street Journal, Financial Times, Вашингтон, короче, то есть прям все написали. Они создавали иллюзию для людей. Смотрите,
Иллюзия Иллюзии понятна, параллельного мира, параллельного, не того, но что происходило. это очень важно. Если там были в комнате только Зеленский и Трамп, Зеленский и Трамп, соответственно, эти все подробности о том, как Трамп комкал карты, выбрасывал, как материл Зеленского или матерился, возмущался о том, что, в общем, говорил, что сотрут Украину в порошок, мол, что ж ты делаешь, там, отдавай то, отдавай все. Это могли только знать с пересказа этих двух людей члены команды. Одного и второго. Я сомневаюсь, что это проистекает от команды или там родни Дональда Трампа. Это по-любому украинцы вот это все сливают. Ну, во-первых, Александр, а мы же не знаем по сию секунду, что на самом деле было, а что иллюзия, которую нарисовали. Но то, что в основании иллюзий информация, которую глобалистам предоставила команда Зеленского, ну или сам Зеленский лично, это 1000%. Мы не знаем, комкал карты или просто сказал, давай без карт, ну говори. Мы не знаем, матерился или просто повысил голос. Ну, вы понимаете, да, мы не знаем этого. Но для мира глобалистические СМИ и лидеры глобалисты создают иллюзию, создают свою реальность виртуальную, что было вот так. Выходит Дональд и говорит, да не так было. Более того, вы смотрите, даже беря сегодняшнее заявление, да, этих глобалистов всех, они фактически играют в Трампа. Они же играют не в Зеленского, не в Путина, они играют в Трампа. Они говорят, останавливаемся на этом самом. А тут очень важный момент. И Россия, наконец, они молчали, наконец-то что-то сказала, что хотя бы можно обсудить, взять за какую-то основу. Говорят, подождите, ну почему все бегают с территориями? Вы обратили внимание, Александр? Вот свистопляска началась. Выйти с Донбасса. Остальное Путин отдаст. Не отдаст. Не вот так. Не, по линии, не. А выходят, говорят, а надо убрать первопричины. Да. То есть не территории в первую очередь говорят, а первопричины. Ну, я, конечно, сказал, а назовите первопричины. Ну, они бы там рассказали. И все. Смотрите, мое личное убеждение, что надо выйти на переговоры. Вообще ситуация выглядит так. Пойду, не пойду, в кустах буду сидеть, позовут, не позовут, а мы приедем, в соседнем отеле поселимся. Ну, во-первых, будут выглядеть, мягко говоря, как эти незваные гости хуже татарина, и сами себя опустят. Во-вторых, вопрос же не в этом, ребята. Зеленский прежде всего должен не о территории говорить, не о каких-то условиях, не о чем-то. Должен говорить, ну, мое мнение. Вот открыли одно возможность. Он должен подойти и сказать, я готов ими воспользоваться. Давайте сядем за стол, давайте начнем говорить, давайте начнем обсуждать. Давайте я потом выйду к своему народу, ну как оно должно быть, и скажу, нам предложили мир. Условия мира вот такие, такие, такие. Народ скажет, идем. Или скажет, фу, ну не идем. Ну что-то ж скажут люди, это понятно. А тут еще даже к столу не приблизились, ну его еще даже не выдвинули стол, не поставили в комнате переговоры. Ну так,
проговорили, что в Будапештской комнате может стоять стол, за который, ну, если не позовут прямо, ну, Зеленского, то позвонят. Ну, Трамп так сказал. А крик стоит уже, а каких-то мы еще не услышим. Вот вы правильно поняли, Александр, вопрос. Вы говорите Аляска, да? На Аляске произошло много, но мы же не знаем, что. Опять же, мы знаем в интерпретации одних, в интерпретации других. Но первоисточник, то есть Белый дом и Кремль, молчат. Они не говорят, они не озвучивают. Если бы Трамп вышел и сказал, в результате переговоров на Аляске, где, как со слов и русских, и американцев уже сейчас оказалось 90% времени обсуждалась Украина, да? На Аляске мы вот такие вот проговорили вещи. И предлагаем их украинскому народу. Но нет. Этого тоже, ну, никто не делает. В результате это дает что? Первое. Глобалисты разыгрывают свою карту. Кремль разыгрывает свою карту. Трамп вообще занят своими делами, бальный зал строить начал в Белом доме. А в это время Иван Микола Семен в Покровске гибнут, теряют жизнь, отдают. А выходят специалисты, выходят военные эксперты, выходят депутаты, Марьяна, да, та же Безугла, и говорят, а Покровск – это вопрос времени. А Купянск – это вопрос времени. А сегодня ночью железный кулак бронеколонна прорыв к Орехову совершил. А Орехово – это последний опорный серьезный пункт перед Запорожьем. А количество СЗЧ увеличивается, увеличивается, увеличивается. А через день или уже чуть ли не каждый день вилазить якась млядь, начиная там от Милованова, заканчивая там бизнес-омбудсменами и вообще какими-то говорящими бошками Банковой или Соросят, и рассказывают, сколько миллионов иммигрантов надо завести в Украину. И что вы не переживайте, что война. Люди, которые по 10-15 евро для них большие деньги, они приедут и воюющие, и не воюющие, куда угодно. Вот. То есть нарратив уничтожения народа фактически на всю морду лица. Ну, смотрите, давайте вот это остановимся здесь. Хотел немножко позже это обсудить, но давайте сейчас обсудим, потому что это принципиально важно. Есть такой Ващук, это омбудсмен для бизнеса. Ну, как бы коммуникация, власть, бизнес. Вроде говорят, умный, толковый мужик. Они обо всех говорят. Милованов такой умный. Я дышал перед программой, честно. 4/4. Да? Ну, слушайте, ну да, если это, конечно, вряд ли, я сильно сомневаюсь, там блэкаут в Чернигове. Если есть кто из Чернигова, напишите, пожалуйста, в чате трансляции, дышали или не дышали. Там полностью выключен свет. По Чернигову давайте отдельно, это вообще очень интересный момент. Смотрите, тут что важно. Чтобы потом не говорили, что мы не предупреждали. Что важно? И он говорит, это ведь настолько как бы просто и цинично одновременно. Говорит, каждый мобилизованный и убитый на этой войне украинец освобождает... Ну и тот, кто выехал. Освобождает место для бангладешца, какого-нибудь индуса, короче, для трудового мигранта. И эти люди пойдут, и они как бы переродятся, потому что для них это апгрейд, новая возможность. А ты, значит, вали, сдохни, или иди там дерьмо месить в окоп, по учебкам прыгать, и дай бог, если выживешь. Ты украинец. И уступи, получается, место бангладешцу.
Я не знаю, кто называл этого Ващука умным, высокоинтеллектуальным, образованнейшим, светлой головой, но, простите, такие светлые головы надо сечь, надо с плеч. Значит, Александр, я абсолютно с вами согласен на 101%. Вот это все вот эти товарищи, которые нам рисуют со стороны биопомойку, которую хотят превратить Украину, они должны браться на карандаш, и действительно надо их сечь. Если не головы, то лет так на 10-15 на отстраивать кирку, лопату, и если не на рудники, то на стройку народного хозяйства. Отстраивать, благо, достаточно есть чего. Потому что они выполняют задачу, четко поставленную задачу. Мы имеем агрессора со стороны Российской Федерации, который наступает, а тут мы имеем внутреннего врага, нашу украинскую зеленую гниду, которая вместе с глобалистами решила уничтожить народ. Для того, чтобы уничтожить народ, это ж теперь вот эти слова, Александр, они объясняют действия зеленых гнид по направлению веры православной, исторической памяти, культуры и так далее, и так далее. Смотрите, я наблюдаю и просто, ну это же очевидные вещи. Стоїть два українця, схватили один одного за чуб, як кажуть, ну, за волоси, тягнуть, трут. Один кричить «тільки державний», второй говорит «нет, русский или какая разница». Один кричит ПЦУ, второй кричит УПЦ, один кричит «Бандера наш герой», второй кричит «Колпак наш герой». А в это время сидит народец, зелененькие гниды, потирают ручонки свои, считают гешефт, и ихние хозяева и они говорят обоих в БУС, обоих в БУС, обоих в БУС и в Покровск на утилизацию. Или в Купинск. А бангладешца, как вы говорите, вьетнамца, корейца, неважно кого, индуса, сюда, он будет молчать, он будет за 15 евро работать, он будет это самое, слушать любую власть, какая ему дает миску похлебки, риса и 15 евро. И все. Пожалуйста, возьмите, скушайте. Кстати, я хочу напомнить, что в преддверии Голодомора и когда он уже начался, самое больше выполняли распоряжения властей, кроме коллаборантов своих, ну, доморощенных, которые продавали за кусок хлеба, ну, соседа, китайцы, которые случайно оказались в Украине, ну как случайно, их Российская империя привезла железную дорогу строить. А потом, когда война взорвалась, дорогу уже никто не строит. И они массово в Красную армию пошли, потому что, хлеб, миска риса, ну и тому подобное. Вот когда мои родные Лубны Полтавской области не пускали крестьян, которые шли, потому что кушать нечего было, то город был оцеплен красноармейцами, патрулями, естественно, не цепью, патрулями, все, на 90% китайцев, подразделения. Поэтому это не в отношении китайской там нации, понимаете, это безотносительно. Также для бангладешцев и индусов украинцы чуждый элемент. Коренные жители чуждый элемент. Скажут, стоять в заградотряде, будут стоять в заградотряде. Скажут там, будут то делать. Ситуация просто аховая. Более того, смотрите,
Я больше чем уверен, учитывая настроения, которые есть в Европе сейчас, в Европейском Союзе, связанные с миграцией, когда местное население европейских стран говорит, хватит миграции, начинают голосовать за политиков, которые выступают против бездумной миграции. Такие, как Мерц и им подобные, пытаются перехватить инициативу. Перехватить и показать, что они миграцию контролируют. А как показать? Есть куча наехавших со стран Ближнего Востока, Азии мигрантов, которые не работают, ничего не делают, сидят на пособиях и тому подобное. И Европе надо их сбросить, со своих плеч. От наших даже готовы принимать, потому что если не платить и не давать паразитировать, идут, устраиваются, работают, бетон месят, за станок встают, и так далее, и так далее. А те не встают. Их надо сбросить куда-то, вот территория есть туда. Что это дает? Это дает создание вместо народа биомассы, без веры, без культуры, без все это, что было, уничтожается, подрывается и все. Вы посмотрите, что происходит. Пока тягают один одного за чуба, глобалисты чуть ли не прямо говорят, да вы спорьте, не спорьте. Но ваша история началась в 1991 году. А зеленые гниды добавляют. Да не, лучше в 2019, понимаете? То есть всю хорошая, плохая, того там, выясняйте. Поэтому мы должны выйти не просто с инициативой и ручкой, с картой территории, не территории. Мы прежде всего для спасения самих себя, своего народа, мы должны выйти и сказать, ребята, мы прекращаем гоняться один за другим по поводу языка, веры, исторических событий. У нас верой будут заниматься святые отцы, и никого из них преследовать не будут. У нас историей будут заниматься историки. Да, они будут дискуссировать, но это не будет политическим нарративом. Смотрите, у меня в этой связи очень важный вопрос. И многие говорят, Шелест, что вы тут со своими гостями там устраиваете, говорите, что Зеленский не хочет мира. Смотрите, сколько раз он за последние 3 суток повторил, что Украина хочет мира. Много, да, говорит, Украина хочет мира, Украина, давайте в этот самый, без любых условий, я готов к любому формату переговоров, мы хотим переговоры, мы хотим мир. То есть уже не границы 91 года, а мы хотим, отталкиваясь от линии боевого соприкосновения, выходить на переговоры и останавливать огонь. Вообще, конечно, просто об этом мало кто говорит, и, опять-таки, да, там, например, противники, которые там распространяют пропаганду российскую, да, они за это не хватаются, у них там свои есть, там тонкости, да и они не понимают, они воспринимают это как хуцпу, как какое-то вранье и так далее. Но я поражаюсь украинцам, я поражаюсь украинским мыслителям выйти и сказать, что мы готовы все остановить вот сейчас, в накачанном украинской пропагандой обществе, это фактически капитуляция. Это капитуляция, это призыв помощи, крик слабого, это удар 3 раза по татами, то, что сейчас громко говорит Зеленский. Да ладно, это дело такое. Там может его какой-нибудь нардеп Костенко покритиковать, который выходит и говорит, а я знал, что у нас нет никаких 3000 ракет «Фламинго», а надо задать вопросы президенту, а зачем это все заявляется, а когда у нас будут нормальные ракеты, а не вот это вот из пены, да, вот этой монтажной пены и палок, понимаете? Это не в этом смысл. Я почему вас прервал. Вместе с этим криком, который
опять-таки, можно подвести теоретическую базу и сравнить его с призывом о капитуляции. Мы видим вот что. Абсолютное нежелание двигаться, реально двигаться по какому-то треку. Я помню, вот память плохая – это враг, или хорошая память – это враг людей. Лавров четко выходил месяца 3 назад, вот во время первых вот этих, ну, шумих, да, по поводу мира, и говорит, или даже до Трампа, до вступления, говорит, продемонстрируйте что-то, дайте какой-то сигнал. Выйдите из... Вот Зеленский. Вы слышали, чтобы Зеленский комментировал, когда в последний раз, вопросы языка, вопросы преследования церкви, вопросы там, ну, вот этих всех там этносов, гражданства? Нет. Мы видим только дела украинской стороны. Какие? Русский язык вышвырнуть из хартии европейских языков по защите. Церковь своим чередом идет, только так на паузу ставят, потом спускают. Ну, видимо, так, по частям, чтобы суд уже как бы назначен о признании там церкви там, агентом, да, вражеским. То есть, наоборот, мовные патрули, вот это все ужесточается и движется в другую сторону. Но можно же было выйти и сказать, значит, русский язык мы не преследуем, мы его не приветствуем, но мы не преследуем и будем наказывать тех, кто там людей по этому признаку, вот все по Конституции. Верни нормы Конституции и скажи, вот вам наш сигнал. Давай перемирие по линии боевого соприкосновения и пойдем дальше договариваться. И пускай уходят в глубокую дипломатию. Александр, абсолютно согласен. Первое, я же вам говорил и зрителям, ну, не сел за стол переговор, выскакивать как стычко с канапе и кричать о территориях, ну, это признак того, что заранее идешь на срыв любых, ну, переговорных моментов. Раз. Второе. То, что Зеленский сейчас выходит, говорит о мире. Вы же помните этого знаменитого попугая пиратского, который орал «Пиастры, пиастры, пиастры!» Ну, он же пиастров не хотел. Вот мы имеем дело с попугаем, который услышал слово «мир», подспудно понимает, что запрос на мир в народа очень и очень высок, и начинает говорить «мир, мир», как пиастры, но ничего для этого делать не хочет. По поводу, опять же, чтобы закрыть эту тему и не возвращаться, языка, исторической памяти, церкви и тому подобное. У меня стойкое впечатление. Я считаю людей, которые это делают, и Зеленского, ну, в первую очередь, бо он позволяет это делать, ну, то есть хватать за чубы один другого, теми, кто работает на врага, теми, кто работает на Кремль. Ну, кроме Кремля, эта история никому не интересна, никому не выгодна и тому подобное. Вопрос языка. Ну, 21 век, Александр. Наушник придумали, который переводит языки. А нас Зеленский запихивает назад в 19 століття в наукове товариство імені української мови просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Было ли тогда это актуально? Было. Ну, сейчас нет. Надо ли знать язык? Надо. Так я хочу, чтобы люди знали больше языков. И чем больше, тем лучше. И русский тоже, по причине того, что так сложилась история, что выдающиеся писатели украинцы писали на русском языке. И дневники Шевченко, и проза Шевченко, и Микола Васильевич Гоголь, мой великий земляк, и Гребинка Евген, и многие-многие другие. Они украинские писатели. Но они жили во времена, когда Украина была частью Российской империи. И они создали большой пласт нашей литературы, нашей культуры и тому подобное. Ну, дошло до того,
что человек, который выкупил Шевченко, Брюлов, да, он символ имперскости. Ну да, это по этим, Понимаете, да? То есть это самое. по спискам, да, института нацпамяти. Да, то есть, это зеленые хунвейбины, которые просто уничтожают, им не надо. Если кто-то думает, что эти люди задумаются о том, как возвеличить украинскую культуру, украинский язык и тому подобное, нет. Смотрите, вот это тот козявкоед парламентский, который должен свободой слова заниматься, Юрчишин, он сегодня принимался бюджет. В бюджете закладены деньги на кинокит Тимура Миндича и Кирюши Тимошенко, на якусь хрень собачью в Минкульте и тому подобное. Нету ни копейки денег на украинский кинематограф, на украинский мультфильм. Ну, это падла ж борется с Машей и Медведем. Вы понимаете? Это ж во время, когда Покровск добивают и Купянск, когда Черниговщина без света, эта падла борется с Медведем и Машей. Я понимаю, что у него комплексы, правда не пойму, от Медведя или от девочки. Понимаете? Ну, сам смысл, боже, это ж убожество. Снимите украинский мультфильм, скоты. А смотрите, борцы, я сделаю отдельный анализ, мы обязательно поговорим в одном из эфиров, я специально сделаю этот анализ. Вот люди, которые дико орали о украинском языке, о законе о языке, ну и тому подобное. А часть этих людей сейчас борется с украинским языком. Знаете как? Они говорят, не надо, вы же помните этот закон о том, что надо титровать все иностранные фильмы или переводить. Но английский, оказывается, не надо. Ну, он официальный, поэтому да, поэтому не надо. Смотрите. Поэтому, смотрите, надо прекращать, закрыть этот кейс. 25 лет моратория. Нет, мы не... Вот давайте так. Вот сейчас это очень важный момент, на самом деле. Многие... И смотрите, они могут оказаться правы. И как бы флаг в руки всем, кто говорит, а это прям большинство, что нет, ничего не закончится, ничего не это самое, ничего не будет, вот это все. Но я вот искал ответ... Какое большинство? Кто сказал, что большинство? Нет, многие говорят, что война не закончится. Ну вот, нет, она не закончится, пока зеленая гнида будет сидеть на банках. Смотрите, но тут возникает другой момент. И он очень важный. Почему я вот прям вот действительно... Вот мы сейчас говорили с вами вот об этой смене проектности. Ну, условно, там Украина, антироссия, Украина, чтобы заглянула внутрь себя, чтобы нашла свои корни, чтобы нашла свое место, потому что не получается. Украина, смотрите, чтобы еще очень важно, Украина не должна быть ни антироссией, ни антизападом, ни анти чем угодно. Украина должна быть Украиной. Для того, чтобы изменить эту проектность, надо войну закончить. Ну или хотя бы приостановить. Потому что во время войны человек, который выйдет и будет, например, защищать права русскоязычного по Конституции, или что-то другое, или неважно, да? Или, например, выйдет и скажет, смотрите, я соблюдаю закон Украины, я ни к чему не призываю, но я, например, генерирую дискуссию о федерализации Украины. По закону, по Конституции. То есть для того, чтобы эта дискуссия, референдум надо, давайте будем топить за референдум, еще что-нибудь, давайте вот за какие-то круглые столы, долгий процесс, не быстрый. Ну или, например, хорошо, какую-то любую другую инициативу, не федерализацию, просто вот что-то по-другому. Или, например, я хочу, чтобы
у нас же демократия, демократия. Я выхожу и говорю, я хочу, чтобы не было президента в Украине. Ну вот не было. Давайте конституционную реформу продвигать. И это касается всех конкретных пунктов, ну, например, тем, чем недовольна Россия, в частности. В чем проблема? Проблема в войне. Во время войны, когда она идет, если человек выходит это говорит, это вражина, его под санкции, уголовные дела и так далее, нет, и так далее. Подожди. Если надо, посмотрели на Труханова, даже паспорт нарисуют. Пока будет существовать режим зеленых гнид, так и будет происходить. И никакого мира не будет. Я у вас в эфире рассказывал, как нажрались эти смотрящие, обсуждали, говорили, надо и Киев сдадим. Помните? То есть это все, Александр, смотрите, я глубоко убежден, что пока Буратино зеленого не выдерут, то люди наши будут бродить как по стране дураков. Вот как вы на заставке нарисовали. Да, понимаете? да. Потому что вопрос, как говорится, не того Буратино и назвали. Вопрос совершенно в том, что не сменив режим, не будет мира, потому что в нем не заинтересована ни одна, ни вторая сторона. Ладно. Вот все говорят, надо заставить Путина сесть за стол, переговоров. Но нету единой позиции. А что, вы сели за стол переговоров? Вы с чем вы понимаете, вы с чем за него сели сами? Ну, меморандумы мы видим. Ну, или видели. Российские и украинские. Мы видели меморандумы, мы видели планы потужности, незламности, фламиндичи и так далее, и так далее. А вы обратили внимание, какой дней 10 истериков пропагандонов этих зеленых Банковой по поводу пленок Миндич? Так их не существует, нам рассказывают. Они фактически сами признали. Там же истерика, понимаете? Вова Петров говорит, в Москве сгенерировали. И вот сейчас они появятся. Они сейчас появятся. Те, кто их вот этот Железняк или кто там их расскажет, он агент Кремля там, засланный там и так далее, и так далее. То есть на упреждение. Мы всех агентом назовем и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос в другом. И пленки появятся, и все появится. Вопрос только в другом. Какую цену заплатит наш народ за танцы с бубнами, которые исполняет Зеленский и его зеленые гниды вокруг слова «мир». Это ж танцы с бубнами. Мир, 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 а сами воюют и все. Самый интересный вопрос. Так а Фламиндичи где? Деньги на них выделены. Все сделано. Зачем томагавки? Фламиндичи где? В чем проблема? Владимир Александрович, Фламиндичи где? Покажите Фламиндичи. Сотни. 3000, да? Вот Костенко озвучил. 3000. Где 3000 Фламиндичей? Ну, он говорит, я не верил изначально, это все вранье. По поводу цены. Костенко может говорить, меня не это интересует. Он, допустим, в Гостане, он озвучил цифру. Я отталкиваюсь от цифр. То, что говорит Костенко, знал, не знал, послушайте, я честно говорю, я рекомендую, кстати, всем можете загуглить Мосичук Мазурашу. Я провел дебаты недавно с Георгием Мазурашем, которого, кстати, считаю, не самым отпетым из этих слуг, но то, что он наговорил, специалисты по уголовному праву мне звонили, не один, не два,
говорят, а вы понимаете, что он дал показания? Он дал показания. Ну, смотрите, давайте так. Эти показания никому не нужны. Потому Нет, что так придет этими... время, они будут нужны. Ну, сейчас такое время, что они не нужны, я согласен с вами. Я хочу вот все-таки о цене украинского народа, которое он платит за вот этот весь кардебалет. Чернигов в блэкауте, в Новгород-Северском прилетело 20 дронов гераний, там 4 погибших, сообщается по состоянию на эту минуту, мы в прямом эфире, сейчас может измениться цифра, и опять били по инфраструктуре, по подстанции и так далее, и так далее. Выносится все в Ухналь. В Ухналь, Харьков, там другие, до Полтавы уже кабы долетают. Соответственно, все говорят, вот, у нас теперь 100 километров скоро будет, вот эта вот опасная зона для FPV, мол, они такие модные, что сейчас теперь будут вполне себе и по Киеву регулярно мотаться, то раньше было 25 километров, сейчас 100. Ну и, соответственно, растет дальность всего остального, что применяется. Но мы так понимаем, что, окей, там, охота и длина руки 100 километров, но это же четкий вынос всей инфраструктуры. Но вместо этого всем говорят, ну ничего страшного, ну посидим без света, зато мы не зламні, зато у нас есть пункт... Дыхать будем. Да. 4 на 4. Подышим обязательно, и, в общем, пауэрбанк зарядим, и вперед, так сказать, в туалет на улицу. Смотрите, Александр, то, что я говорил, повторюсь, они готовы воевать до последнего украинца, до последнего метра украинской территории. Война для них это жизнь, война для них это возможность зарабатывать, это гарантии их безопасности. Плюс, если страна сгорит целиком, ну, если дезаметутся, фамидичи считать некак будет, ну и так далее, и так далее. Значит, хочу, отвечая на ваш вопрос, потому что вижу, время у нас уже не так и много осталось, хочу сконцентрировать, считаю это очень важным, на 2 военных аспектах. Номер 1. Небо проиграно фактически полностью. Это надо признать. Выносят Днепр, выносят Харьков, выносят тестовые кабы, прилетели под Полтаву, 15 километров от Полтавы. Да, они в поле взорвались, но это тестовые кабы. Я понимаю, что они прорабатывают и показывают. Я просто настроение полтавчан за вчерашний день отмониторил, начиная от полтавских народных депутатов, заканчивая, людьми. Вот. Ну, то есть то, что вы говорите с вот этими мелкими дронами, которые на 100 километров скоро полетят, да, и так далее, это тотальный вынос инфраструктуры, тотальный контроль, как кубинские, над городами, проигрываем, потому что у нас фламидич. Это надо четко осознавать и четко понимать для своей безопасности и для оценки общей ситуации, которая возникнет и с черной зимой. Я уверен, что срыв будапештских переговоров, то есть участие Украины в будапештских, они то не сорвутся, эти 2 парня поговорят и примут свои решения. Я имею в виду украинское участие, приведет к черной зиме, когда многоэтажки будут в гробы превращаться фактически бетонные. Это надо честно людям сказать и предупредить, потому что зеленый этого не сделает никогда, предупредить, чтобы люди могли эвакуироваться. Мы уже в 22-м проходили подобные вещи, когда шашлыки жарить собирались. Это один аспект. Теперь отдельно хочу сконцентрировать внимание на Чернигове. Последние 10 дней идет вынос Черниговского направления. Нежин, Бахмач, Чернигов и так далее.
Не хочу быть, как говорится, накаркать, как говорится, но хочу предупредить. Я не исключаю, что оттуда может начаться заход российских войск на территорию Украины. Я не верю, что с Беларуси будет заход. Не верю по ряду причин политических. Лукашенко ведет переговоры с Соединенными Штатами, ну и так далее, и так далее. Но, а при чем тут Беларусь? Там есть возможность заходить. Плюс до того, я, конечно, понимаю, что Владимир Александрович не читал учебники с истории и вообще ничего не читал. Скурили там, в чинарик превратили на пеньке где-то в Кривом Рогу. Этот самый Муравьев, большевики куда наступали? Вот именно тудой. Бой под Крутами, о котором так много любят говорить. А вот как раз это и есть это направление, ребята. И не факт, учитывая то, что вы правильно очень сказали, Александр, не факт, что надо прямо пойти и дойти до Киева. Нет, можно там закрепиться и дронами взять столицу под контроль, грубо говоря. Пересуваться будут по подземке петь. Поэтому ситуация, если не крайне критичная, то критичная, это точно. И до края очень близко. Переговоры, да. Ну, мое мнение очень простое. Для того, чтобы надо прийти и сказать, я Дональд Фредович, я готов, давайте, выходим, мне надо говорить с моим народом, озвучьте с Владимиром Путиным мне, что вы, как вы видите прекращение войны, я пойду поговорю с парламентом, поговорю с народом, поговорю с людьми, но этого ж не происходит. Ну, потому что плевать ему на парламент, народ, людей. Конечно, у него потому есть что ему четкие надо методички. удерживать власть, правильно? По удержанию власти от британцев, колониальные вот эти все вещи. Он же так и делает, он же так себя и ведет. Понимаете? Конечно, Просто... и возвращаемся. Поэтому Иван Степан Семен на утилизацию або за кордон, Маричка, Люда и Маша за кордон. Этот самый бангладешцы, индусы, все прочие сюда, биомасса, недра, чернозем. Вот смотрите, очень же мы живем в такое время технологического, ну, развития мирового, что а зачем 50 миллионов для обрабатывания чернозема? Не надо. Хватит десятка тысяч обученных специалистов. Остальное сделают рабы, ну, грубо говоря, за миску. Ну, то, что мы говорили. Все. Понимаете? То же самое с добычей. Пойдут за миску, будут добывать, ну, недра те, что надо. Зачем? А этих всех все выкинуть. Вот какое будущее. Игорь Владимирович, у меня есть еще там... Вот столетнее соглашение с Британией, соглашение с США, которое никто так и не увидел. Ну, это вообще парадокс, если честно. Потому что Зеленский на этой неделе анонсировал вот эти все телодвижения по ПУРЛ, по коалиции желающих, опять там наши гарантии безопасности. Так есть же гарантии безопасности. Вроде как в Лондон собирался на встрече. Меня интересует очень такой скользкий момент. Точнее, два момента. Зеленский сегодня продлевает через парламент, понятно, парламент продлевает военное положение до 3 февраля.
То есть все, военное положение, мобилизация, можно там сколь угодно сотрясать воздух, но вот это вот людоловство ужасное и кошмары, которые мы видим на улицах, продолжатся до 3 февраля железобетонно, ну и воевать тоже будут до 3 февраля, а если там что-то где-то и наметится, какое-то перемирие, ну все равно вот этот весь режим до 3 февраля, все понятно. Но меня, и нам, конечно, говорят, если что, конечно, мы отменим. Да, отменим, прям разбежимся и отменим. Меня интересует другой момент. Сегодня парламент проголосовал бюджет, вы об этом упомянули, а там очень интересная штука. В общем, разрешили выделить 300 с чем-то миллиардов, в том числе на зарплаты военным, короче, на оборону. Это деньги, которые, понятно, нужны, понятно, важны, но их нет. Этих денег нет. Это деньги, которые выделяют под вот этот кредит репарационный с российских активов 200 с чем-то миллионов, а другая часть под вот эти, ну, помните, обращения записывали, писали обращения все вот эти, ну, парламентарии наши о том, чтобы всякие организации могли скидываться. Короче, чтобы Европа, если проще, Европа могла платить украинским военным. И, мол, обращались ко всем, что, в общем, украинский солдат будет жить на европейские деньги. Вот прямо. И эти деньги сегодня как бы выделили. Но их еще нет, потому что решение от Еврокомиссии и вот ответа на клич Украине «дайте денег, чтобы могли украинскому солдату заплатить», мы так официального и не получили. И не получим, потому что это вступление в войну по всем канонам, правам международным и вообще понятиям. Да? Но, тем не менее, действия это совершили. Это действие что означает? Вы, как бывший нардеп, как прокомментируете? Ну, первое. Это все сегодняшние решения, ну, ключевые, которые были приняты, они приняты с прямым нарушением Конституции. Прямым нарушением Конституции. Они антиконституционны. И все вот эти отмазки, как там в этом эфире Мазурашу мне рассказывал, я в Конституционный суд написал, там, к омбудсмену обратился, да хоть в ООН. Есть Конституция, есть прямые нормы, есть решение Конституционного суда по многим, ну, этим вопросам. И это надо исполнять. Они делают вопреки, они совершают преступления, они преступники. Они военные преступники против собственного народа. Собственного. Мы сталкивались, это чуть ли не впервые в истории, когда военные преступники совершают преступления не против других народов, ну и этносов, а против своего собственного. Убивая свой собственный народ, понимая. Это если говорить об русификации в военном положении. Если говорить о бюджете, то, что они напринимали и позакладывали, я проанализирую, конечно, и выйду с полным анализом, но даже поверхностный анализ свидетельствует о том, Александр, что парламент можно закрыть. Ну, взять гвозди, забить. Ну, фактически они заклали воздух в бюджет. Воздух. Страна банкрот. 100% невыполнение ВВП. 100% невыполнение. Кредиты не платятся. Ну, мы знаем, это же факт уже признанный. Это признал Минфин, Нацбанк. Ну, то есть все. Страна банкрот. Они закладывают в бюджет воздух, и воздух делят. Будет этот воздух, не будет этот воздух, никого не волнует. Он ничем не обеспечен. Второй момент. Вот эти репатриационные деньги, да, о которых они говорят. Я хочу обратить внимание предпринимателей, бизнеса, людей, ну, граждан Украины, которые потеряли имущество в результате боевых действий. Вот сегодня зеленые гниды у вас украли эти деньги, которыми даже в будущем гипотетически
вам могли что-то компенсировать. Они фактически сегодня эти деньги украли, прикрываясь тем, что мы должны защитить страну. Страну надо защитить, но не за счет же ограбления. То есть, вот вдумайте, что сегодня произошло с принятием бюджета. Агрессор уничтожил дом Ивана Ивановича Кузьменко. Агрессор уничтожил предприятие Петра Семеновича Иваненко. Они гипотетически рассчитывают на компенсацию после окончания войны. То есть их имущество уничтожили, их агрессор ограбил. Тут приходят свои доморощенные зеленые гниды и воруют у них это. Ну и вообще я наблюдаю, это ж манечка, это то, что я говорил, нету никаких Кабминов, есть Кабмины зеленые. Манечка ж тут. Вы по газу слышали его? 2 миллиарда нужно, да? Рассказни, да, вот эти цифры. Дайте 2 миллиарда, чтобы мы перезимовали, да? Такое впечатление, что пациента к профессору Преображенскому отвезти. Он сидит и на полном серьезе рассказывает народу своему, что смотрите, вот у нас газа нету, отопительный сезон уже 6 дней как начался, у нас газа нету, мы вот тут вот это вот, а вот тут нам дадут еще, а вот тут возможно дадут, а вот тут возможно дадут. А я еще хочу задать маленький вопрос. Владимир Александрович, не хочешь сказать, а если ракеты прилетят по газокомпрессорным станциям, оставшимся на западе страны, ты газ даже купил? Во-первых, чей газ ты купишь? Ну вот скажи честно народу. Я куплю российский газ, тот, который пришел в Европу через турецкий поток. Ну, об этом со словаками и договаривались. Да. Да. Второе. А как ты его закачаешь? Ну как, если не будет газокомпрессорных станций в трубу? А если даже и те не уничтожат, дай бог, ну, чтобы не уничтожат, то как ты распределишь в тех регионах, где уже они уничтожат? Вот на моей Полтавщине. Вот как ты распределишь? Ну, это стандартная схема. В жменях будешь носить, чашками. Вы же видите, это стандартная схема, Игорь Владимирович. Это надо просить на всю страну, а давать тем, кому надо давать. Кому на Закарпатье, так на Закарпатье. Да. Да. Значит, и еще один по газу тоже очень такой интересный вопрос. Как доставлять, непонятно. Покупаем российский, едет в Америку и на полном серьезе рассказывают Трампу, рассказывают американскому бизнесу, что я предлагаю вам бизнес. У нас есть хранилища, большие газовые, вы нам сюда скрапленный газ, вы его будете хранить, и отсюда мы будем всей Европе поставлять. Ну, ладно считать за идиотов собственный народ и втюхивать якусь туфту. Ну, я не считаю, что в Америке сидят сумасшедшие люди. Ну, во-первых, закачали, ударили россияне, газ остался в хранилище. Во-вторых, весь американский большой газовый бизнес знает, как по газу работали с россиянами, работали всю независимость нашей страны. Как откусывали куски газа, который транзитом шел, ну это все знают. Все. При одних, при других, при всех президентах к трубе присасывались. Ну это же факт. Его отрицать нельзя. И когда Черномырдин говорил, что ваше ГТС без нашего газа это груда металлолома, ну то он же прав был. Вот.
В результате втюхивают американцам и думают, что кто-то поведется. Но это же не для американцев втюхивают. Они втюхивают для украинцев. Они говорят американцам, а украинцам продают, что это будет. Создают иллюзию. Вот сейчас будет американский скрапленный газ. Ну, понятно, да. Фиолетовый луч, скрапленный газ. Значит, друзья, у меня один короткий вопрос, подводим итоги и пройдемся по вопросам. Если чьи-то вопросы не успеем, Игорь Мосейчук традиционно берет из сообщества YouTube, поэтому ваши вопросы, у него есть такая рубрика, в общем, поэтому понимаю, что немножко затянули мы, но тем не менее в режиме Блиц сейчас попробуем ответить. Блиц от меня, вопрос от меня. Всегда перед решающими или очень важными переговорами, условно, Минск-1, Минск-2, и вот Будапешт, дефис, Минск-3, чисто теоретически, если все будет в этом формате, всегда следует какой-то котел. Иловайск, Дебальцево. Сейчас мы видим, ситуация на фронте катастрофическая. У меня возникает главный вопрос. Падение Купянска, падение Покровска или падение Херсона. Там тоже начинаются серьезные бои, прям на другом берегу, на правом берегу. Сообщают россияне, что какой-то мини-плацдарм, они проходятся по островам и, в общем, уже на том берегу, в общем, действуют. Что глобально может усадить реально за стол переговоров Зеленского? Ничего. За стол переговоров Украина может сесть только с правительством национального единства без Зеленского и зеленых гнид. Ни Зеленский, ни зеленые гниды за стол переговоров ни при каких обстоятельствах не сядут. Это исключено. То, что если Зеленский будет конституционным путем усунутый от власти, и гниды будут переобуваться в воздухе, бежать, и это другой вопрос. Есть такое окно возможностей? Пока да, пока. Я же говорю, и Будапештское окно, открыто, пока. И окно возможностей трансфера власти через парламент пока открыто. Как бы это, не казалось фантастическим. Пока да. Что будет дальше? Они будут воевать до последнего украинца, до последнего метра украинской территории. Им выгодно сжечь страну, замести следы фламиндичей и тому подобное. И они это методически делают уже сейчас и будут делать дальше. Более того, я уже оканчивая, хочу обратиться люди, которые называют себя патриотами, националистами и тому подобное. Если вы считаете, что есть угроза со стороны Востока, со стороны страны-агрессора, но в то же время не видите угрозы, которую прямо уже сейчас осуществляют глобалисты, превращают в биопомойку нашу страну, не называйте себя так. Назвите себя там зеленые кхмеры, зеленые там полпотовцы, как угодно назовите себя, но не называйте себя. Вы не патриоты своей страны, вы не за свою нацию, не за свой народ. Вы за зеленую и за его зеленую задницу. Да, подведем итоги нашего опроса. Кто виноват в провалах ВСУ на фронте? 4% Сырский и его генералы, 11% западные партнеры-кураторы, 38% Зеленский, Ермак с менеджерами, 48% никто не виноват. Россия так воюет. Всерьез. Вот такие итоги мы получили. Спасибо большое, что проголосовали. Друзья, подписывайтесь. Давайте пробежимся в режиме Блиц несколько вопросов с запасом, да, и как это...
с запасом и с наметкой и прицелом на ваш эфир по Да. ответам на вопросы. Пользователь спрашивает: Игорь позиционирует себя как прихожанин непризнанной УПЦ КП, и вопрос будет о духовном завещании Филарета. Ведь обидно, что человек всю жизнь прожил, церковь расколол, а примириться не хочет или боится шумихи. Игорь вхож в митрополичьи покои, может переговорить с Филаретом о покаянии, ведь реально для вечности погибнет дед. Ну, я догадываюсь даже авторов этого вопроса. Давайте мы оставим это на усмотрение Святейшего. Он примет решение, то, которое примет. Его духовное завещание и так вызвало бурю эмоций со стороны ПЦУ. Чуть ли не с палками там бегают вокруг Пушкинской и тому подобное. Поэтому я молюсь о здоровье патриарха, я с ним общаюсь, это правда, я, насколько это возможно, вхож. Но скажу вам так, есть жизненная позиция. Позиция заключается в одном, и это как раз он и описал в духовном завещании. Единство церкви. Вот он пришел к необходимости единства церкви. Не на основании Стамбула, не на основании Москвы, а на основании Киева и киевской православной традиции. Это мой ответ. Так, следующий вопрос, пожалуйста, вот такой. Здравствуйте, Мирослав пишет. После окончания войны перед украинскими мужского пола предстанет сложный выбор: остаться в стране или уезжать. ЕС забита мигрантами, работы не так уж много. Как думаете, что будет сложнее: остаться в стране, которые будут внутренние дрязги, а может и гражданская война, или бежать, но не факт, что к лучшей жизни? Хочется быть дома, но есть ли дома мирное будущее? Спасибо. Ну, во-первых, для того, чтобы остановить бегство украинских мужчин за границу, надо принести мир в страну. Это во-первых. Во-вторых, надо создать условия, вы абсолютно правы, внутреннего мира, не допустив гражданской войны и не допустив преследования по любому признаку. Это два. Ну и третье, это естественно, если страна будет жить интересами ни Москвы, ни Вашингтона, ни Брюсселя, ни любой другой столицы, а интересами своего народа, Киева, страны своей. Потому что последние, наверное, уже лет 20 у нас метание между Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и тому подобное, и чего изволите туда-сюда, привело вот именно к тому состоянию, к которому привело. Так, дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте. Если Игорь станет президентом Украины, кого он назначит в офис президента? Как показала практика по всему миру, все остальные должности не играют роли. Я сторонник того, что Украина должна стать полностью парламентской страной. Не сложилось у нас с президентом, и экспериментировать дальше я не хочу. Я являюсь сторонником упразднения должности президента. Если мне начнут рассказывать, что это ослабит страну, я им покажу, например, Германию. И я им покажу, например, Италию. Я им покажу, например, Австрию, Канаду и другие страны. В некоторых из них есть президенты, но их функционал сводится к минимальному. И избираются они не прямым голосованием, а в парламенте. Вот такая модель, по моему мнению, подходит нашей стране. Потому что попытки узурпировать власть у нас были до Зеленского,
тянул каждый президент на себя одеяло, и ни к чему хорошему это не приводило. Мгм. Так, вопрос из чата трансляции, потом пишите в чат. Игорь, бусы уже однажды погубили индейцев. История повторяется в Украине? Да. Только там бусы из чего-то, а у нас бусы, в смысле микроавтобусы. Задают вопрос, за что украинцы воюете, пользователь, и может быть вы воюете не с теми. Смотрите, вопрос некорректен по одной простой причине. Я уверен, что всего этого можно было избежать, если бы в Кремле тоже сидели люди, которые не хотели войны, но они ее захотели. Я вернусь к нашему с Александром разговору. 23 февраля 2022 года рейтинг Зеленского валялся возле плинтуса. Вот эти все подъемы, поддержки, перевороты и аплодисменты по миру и по стране как раз и были последствием прямого вторжения. Знаете, когда можно было действовать скальпелем, то почему-то прибежали с топорами. Лина Востроилова, переучреждение из антироссии в нейтральное государство, это будет устранением причины, что скажете, войны? Думаю, да. Один из вариантов, только не переучреждение, тут не надо ничего переучреждать. Надо выполнить декларацию о государственном суверенитете, внести изменения в Конституцию и действительно нейтралитет сделать идеологией страны. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Спасибо вам, Александр. Пошумели чуть-чуть. Да, ждете Будапешта? Даже, может, съезжу. Ну, будет. Смотрите, сейчас много голосов раздаются вот эти. Ничего не будет, все сорвалось, все там Будет. это. Будет. И Трамп приедет в Будапешт. И Путин, что характерно, приедет в этот Будапешт. И вот тут-то номер возникает. Правда, конечно, наши идиоты из пропагандистских пулов, пускай меньше пишут о том, что мы должны сбить операцию «Паутина» провести против самолета Путина. Ну, это уже просто клиника, понимаете? Но тем не менее. Смотрите, писать можно что угодно. Никто этого проводить не будет. Александр, я убежден, существует договорняк. Зеленский десятки разов выезжал, его видели, куда он выезжал, как он выезжал. Все прилеты в этих регионах прекращались, когда он выезжал на линию фронта. Поэтому никаких паутин не будет. Это для вахтарата рассказывать там к его лапши одного сорта, к его другого и тому подобное. Поэтому, друзья, не ведитесь на этих зеленых вашпендеев со всяких Исландий и тому подобное, и им подобных. Берегите себя, думайте действительно, анализируйте, наблюдайте за всем, берегите себя, берегите семьи свои, потому что срыв, на который идет Зеленский, зеленые гниды, возможного будапештского какого-то мирного трека, он приведет к черной зиме. Это очевидно, это уже говорят все специалисты, и это говорят факты. Поэтому берегите себя и берегите родных. Будем жить, друзья. Друзья, всем добра и света. От меня традиционно.
Увидимся. До скорого.